Привет, друзья! В этом видео я покажу вам, как я делала огуречный кейн. Если честно, для меня это оказалось сложно. Хотя я делаю его уже не первый раз, но на камеру делаю в первый раз. Вот, первый раз я делала огуречный кейн несколько лет назад, и до сих пор он у меня хранится, до сих пор я его иногда использую в миниатюрах, но мне хотелось также заснять этот процесс и показать его вам. В первом видео я использую только полупрозрачную глину и подкрашиваю ее сухой пастелью. А во втором видео я покажу вам, как я использовала уже подкрашенную глину, вернее уже цветную глину. Эта техника довольно распространена, и ее уникальность состоит в том, что ты никогда не знаешь, что у тебя получится в итоге. Когда мы делаем эту колбаску, мы сопоставляем кусочки глины, а потом их сжимаем, и получается какой-то рисунок, который мы задумывали, но все равно он получится, немножко другой. Эта техника используется также и в реальной еде. Как вы, наверное, знаете, есть такие леденцы с рисунками внутри, или какие-то рулеты тоже делаются по такому же принципу. Я вам покажу, а вы уже оцениваете сами. Как мне кажется, первый вариант он более похож на огурец, второй вариант получился такой более искусственный. В общем, я вам покажу, а вы посмотрите. Сразу скажу, что результатом на 100% я недовольна. И я, возможно, еще буду искать какие-то варианты, как лучше сделать эту колбаску, этот огуречный кейн. В общем, посмотрите. Все, давайте перейдем непосредственно к процессу изготовления. Друзья, я захотела сделать такой огурец. К сожалению, у меня не получилось. Я нарисовала рисунок, разобрала по частям. Беру полимерную глину цернит полупрозрачного цвета, катаю колбаску и формирую капельку. Обрезаю лишнее, и у меня получается такая длинная капелька. Теперь я ее оберну белой глиной, чтобы выделить ее в огурце. Оборачиваю белой глиной со всех сторон. И обрезаю лишние части. Ужимаю и теперь разрезаю на одинаковые кусочки. Беру полупрозрачную глину и сухую пастель и смешиваю их, чтобы получился такой нежно-зеленый цвет. И оборачиваю этим цветом каждую капельку. Немножко больше оборачиваю, чтобы она была плотнее. И таким образом я сделала все капельки. И теперь делаю просто капельки зеленые, без белой глины. И теперь смешиваю также полупрозрачную глину и сухую пастель. Я беру 3 цвета сухой пастели. У меня получился немножко другой оттенок. Я обернула наши капельки, и теперь я их прикрепляю друг к другу. Мне надо заполнить серединку между ними, чтобы не было промежутков, чтобы не было пробелов. Вот, я заполнила все пустоты, и теперь буду оборачивать эту композицию зеленой глиной, которую последнюю мы смешивали.
теперь я ужимаю эту колбаску и делаю тоненькие колбаски. Вот этот маленький кусочек я формирую в виде такого огурчика. Сухой пастелью сейчас я буду тонировать. И буду запекать эту маленькую колбаску 5 минут. Нарезаю на маленькие кусочки. После запекания полимерная глина полупрозрачная проявилась по-другому. Конечно, можно увидеть небольшие семечки. И теперь я хочу попробовать на более большом кусочке. Делаю точно так же. Делаю текстуру. Здесь мне проще было потонировать пальцами. И этот кусочек я буду запекать 10 минут. Нарезаю его тоже. И, как видите, вот тоже есть семечки белые. Ну, мне кажется, больше похоже на цукини. Третий способ я нарезала еще сырыми. Я беру инструментом, выделяю семечки, эту серединку. Вот, я уже потом поняла, что надо было, конечно, больше оборачивать, чтобы семечки эти были меньше. А таким образом они кажутся как кабачки в разрезе, как цукини. Вот, теперь я запекаю эти кусочки 10 минут. И вот таким образом они у меня проявились после запекания. Более такие фактурные. Теперь я показываю вам второй вариант без использования сухой пастели. По такому же принципу я делаю те же капельки. Я точно так же их оборачиваю в другой цвет. И буду точно так же их потом совмещать друг с другом. Как по мне, получилось больше, наверное, как консервированные огурцы. И слишком ровные серединки. Надо было их делать немножко разными размерами. Здесь я чуть-чуть по-другому сделала, поэтому они получились одинаковые, потому что у меня была одна колбаска с этими зернышками, и я ее просто вытянула и разрезала на 3 части. Поэтому, как видите, они получились одинаковыми. В первом варианте у меня были зернышки разные. Вот точно так же я оборачиваю.
Ну и в этот раз я хочу сделать кожуру уже зеленой, без подкраски. И я взяла довольно-таки тонкий слой, поэтому у меня даже через него, когда я растянула уже глину, немножко видна и виден слой предыдущий, то есть более светлый. Вот точно так же я делаю, как и в первом варианте. И тоже я здесь запекла эту колбаску и нарезаю еще горячей. Вот, друзья, такая колбаска огуречная получилась у меня. Как думаете, какой вариант больше похож на огуречный? И вообще, похожи ли эти варианты на огурцы? Друзья, я сразу же записала концовку этого видео, потому что я понимаю, что часы, которые находятся позади меня, показывают практически одно и то же время. Естественно, я не пошла и не начала делать эту колбаску огуречную, потому что оно у меня уже все сделано. Если у вас есть какие-то вопросы по видео, если у вас есть какие-то, может быть, рекомендации или советы для меня или для других подписчиков, пишите в комментариях. Я обязательно доберусь до всех комментариев. Я всегда отвечаю, ну, практически всегда стараюсь отвечать на все комментарии. Может быть, не сразу, но со временем. Буду благодарна вам за лайк. Таким образом, вы продвигаете мой канал, мои видео в рекомендации YouTube. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Таким образом вы мотивируете меня на создание новых видео. Я тогда могу понять, что вам это интересно. Спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видео. Пока!